Профессионально петь на сцене она начала лишь 3 года назад, а спустя пару лет об этой девочке узнали далеко за пределами нашей страны. Талант и трудолюбие открыли ей дорогу на большую сцену и престижные конкурсы. И уже в ноябре она представит Казахстан на детском Евровидении в Минске. Сегодня в ток-шоу «Давайте говорить» Данелия Тулешева. Встречайте. Добрый день, уважаемые гости. Здравствуйте, Данелия. Здравствуйте, Елена. Итак, Казахстан впервые участвует в детском Евровидении. Среди наших соперников 19 стран Евросоюза. Поэтому к выбору участников отборочного тура организаторы подошли ответственно. Трансляция отбора проходила на телеканале «Хабар», который 1 января 2016 года стал ассоциированным членом Европейского вещательного союза. В финал отбора вошли 10 человек. Путем зрительского голосования был определен победитель, а точнее победительница Данелия Тулешева. И еще раз мы приветствуем тебя, дорогая Данелия. И мама Елена. Здравствуйте, уважаемые героини. Здравствуйте, дорогие гости нашей студии. Всех мы очень рады видеть. Итак, слово Данелии. Во-первых, давайте я хотела бы начать со слов твоей песни. Да? Вот припев, прекрасные слова. «Бар тағдырың сенің қолыңда, тыңда, қорықпа, қиялда». Қуанышың әлі алда, өзіңе сен, уақытың келді білем. Тек сен ұмытпай, сол сәтті шынайы саған сенем. Это действительно очень мотивирующие слова. Вся судьба в твоих руках. Ты действительно ощущаешь энергетику этих слов, понимаешь, вкладываешь всю силу и сердце. Расскажи, пожалуйста, о твоих ощущениях сегодня. Ну, во-первых, еще раз хочу с вами поздороваться. И спасибо, что пригласили меня. Я очень, можно сказать, бережно отношусь к словам этой песни, потому что они подходят сейчас именно подростковому возрасту, потому что именно чаще всего в этом возрасте дети не верят в себя. И я думаю, что эти слова им помогут как-то поверить в свою силу, в свой талант и развивать себя дальше. Ну, мы еще о словах песни и с автором поговорим чуть-чуть поподробнее. А вот то, что верить в себя, конечно, для всех нас, для всех детей, кто сидит в этой студии, тех, кто смотрит эту программу, яркий пример – это ты. То, что нужно верить в себя. Елена, вы, безусловно, верили всегда, с самого рождения в свою дочь. Хотела спросить, когда она родилась, вы в роддоме что-то такое увидели или чуть попозже? Нет, вы знаете, Данелечка у нас родилась в Астане, и в то время, когда она родилась, здесь не было еще так развита инфраструктура, чтобы куда-то ходить, чем-то развлекаться. Я находилась дома, когда была беременна, и, в общем, я попросила купить мне караоке, чтобы я себя развлекала, потому что все подруги, или у меня сестра здесь жила, все работают, все на работе, и только суббота-воскресенье, когда мы могли увидеться, сходить в кино, а в будни я сидела дома и пела караоке. Может быть, это и смотрела «Фабрику звезд». Да, и вот, может быть, рецепты для будущих мамочек. Да, и вот, может быть, это, конечно, тоже сыграло свою роль. Да. Ну, трудно сказать, когда в семье поющие дети, трудно сказать, как это получилось. Наверное, раньше я всегда говорила, нужно, наверное, детей рожать в любви. Нужно, чтобы дети видели эту любовь между родителями, видели эту поддержку, и не только между родителями, но и также любовь к родным. Да, но тем не менее, вы правильно говорите о том, что любовь, уважение, кроме того, что есть голос, должна быть душа, и мы знаем прекрасно, как Данелия поет песни, да, свои, какой большой смысл вкладывает. Мы слушаем действительно и слова, и сердце, и душу. И вы этому учили? Ты этому специально как-то училась? Когда меня спрашивают, как я пою, я не могу ответить на этот вопрос, потому что я даже сама еще не понимаю, как это делать. Я думаю, что мне это как-то заложено еще с детства, с рождения. И я еще с детства пела, даже когда меня еще не ходила на вокал. Мы устраивали, так сказать, семейные концерты. У меня есть братик и сестренка, и мы учили песни современные. Когда-то раньше был модно M-Band. Да. И она вернется, песня. И мы прям пели ее, и уже разложили по партиям. Весь этот материал остался еще, и мы недавно пересматривали, и кажется, это было так давно, но
если так сказать, то недавно. Да. Ну, Внешне очень изменились. Да, внешне, да. ребята из МБН, да, очень изменились. И ты, Данеля, изменилась. В прошлом году встречалась, уже сегодня повзрослевшая. Ну и, значит, в ноябре Евровидение. Как ты сегодня готовишься? Там бывает, девочки некоторые могут диету держать, там, я не знаю, как голос беречь. Что ты сейчас делаешь? Распеваться, там, отдельные занятия? Ну, диету я вообще не соблюдаю. Ну, по Да, мне надо видно, зачем мне полагать. диету интересно соблюдать. Но и голоса диету не соблюдаю. Ну, просто как бы... И преподаватели также, да, тебе говорят? Да, но, конечно же, перед выступлениями нельзя есть вот то, что засоряет горло, такие как печеньки, или сладкое что-то, или слишком кислое, острое. Да. Вот. Но так, в принципе, ем и пью то, что хочу. Вот. А вообще, Лена, подготовка сейчас, то есть вы уже работаете над концертным Да, платьем, костюмом, Да, да? конечно. Мы сейчас уже думаем полностью над образом. И полностью образ мы сейчас сказать сложно, что будет. Потому что вначале нам нужно определиться, кто же будет режиссером-постановщиком номера, который будет представлен на Евровидении. Мы очень рассчитываем на то, что у нас получится с этими людьми поработать, посотрудничать, потому что делают они номера невероятные. Раскрывать пока не будем, с кем мы хотим посотрудничать, но я думаю, что у нас все получится, потому что, в принципе, все, что она себе в планы ставит или о чем начинает мечтать, у нее рано или поздно все сбывается. Страшно, но сбывается. Ну, как иногда говорится, мы про люди не мечты, суеверные, да. но постучим по дереву. Да. Ну вот иногда даже, знаете, до смешного доходит. Я говорю: Данеля, пожалуйста, ты знаешь, там парковки нет. Пожалуйста, загадай мне парковку. Да. Она говорит: мама, ты все мои желания сейчас израсходуешь на парковке. Если нам нужно припарковаться или Да, что-то всегда без пробок, бывает момент. я могу там как-то поразговаривать, я не знаю, что я делаю, и все, и есть пробка. И пробка рассасывается, Энергетика. и перед тобой появляется место, куда можно поставить Да. машину. Это невероятно. Но вот мечты сбываются, и дай бог, чтобы так и было. Круто, А круто. сейчас мы, конечно, занимаемся активно. Мы дорабатываем песню. У нас сейчас на повестке дня записать 2 версии песни, потом обложку снять и снять видео. На самом деле, хочу сказать огромное спасибо организаторам за то, что они познакомили меня с такими крутыми девочками и мальчиками, которые добрые, которые ничему не завидуют. Я им безумно благодарна. Вы очень крутые. Ну вот если говорить о песне Данели, у нас сейчас на связи Алматы и автор вашей песни, автор слов Камила Даирова. Давайте подключимся. Добрый день. Скажите, пожалуйста, смогла ли Данеля передать вот тот смысл песни, который вы в нее вложили? Как вообще вам сотрудничество с нашей звездой Данелией? Здравствуйте всем. Да, я попыталась максимально передать тот смысл, который был изначально в английской версии. Мы с Данелей тесно сотрудничали, и она помогла мне раскрыть весь смысл этой песни. Данеля, вы тоже являетесь автором слов этой песни, получается, да? Я не являюсь именно автором слов. Мы разговаривали, мы общались с Камилой, и тем самым рождался вот этот вот текст. Можно так сказать. То есть, получается, вы соавтор, да, практически Да. этих слов? А английскую версию кто написал? Английскую версию написал Алексей Лопухов. Да. Я очень благодарна и ему, и Риме. Это, можно сказать, наш друг. Рима Шаповалова, да. Да, Рима Шаповалова. Да. Вот, и она нам очень помогла, я ей безумно благодарна. Именно благодаря ей у меня была такая песня и такая поддержка. И тем не менее, Камилочка, вы вообще являетесь автором слов и других песен, да? И расскажите все-таки об этом опыте. Вы волновались, как вы будете голосовать за Данелию? Какие у вас вообще ощущения от опыта работы с победительницей? Когда я писала эту песню, я прониклась рассказом Данели, потому что Данеля, я спросила сначала, говорю: Данечка, что ты хочешь вообще, какой вот смысл? Она мне сказала, что она хочет передать какой-то посыл, призыв к подросткам, чтобы они поверили в себя, чтобы все начинания у них получаются. И прониклась вот этими словами Дани и написала вот это, на одном дыхании вот эту песню, стихи. Да, спасибо большое. Мы надеемся, да, мы не сомневаемся даже, что ваша песня станет самой популярной во всем мире среди молодежи, подростков. Спасибо.
видели, что у нас на связи в Алматы Наталья Чуракова, педагог Данели, Наташа. Мы знаем, что вы Елене и Данеле не просто педагог и не просто учитель, да, а очень близкий человек. Такой стали. Это обязательный фактор? Обязательно нужно быть близкой, родной для своей ученицы, чтобы она добилась высот? Или можно просто академические часы и достаточно? Вы знаете, я вообще по-другому свою работу не воспринимаю. Я считаю, что все, что я делаю, нужно делать как вот для своих родных людей. Это относится и к Данели, и вообще ко всему, что я делаю. Если я не буду часть своей души оставлять в том, что я делаю, то это будет просто бизнес, может быть. А для меня работа – это моя жизнь. Я без нее просто не представляю вообще своего существования. Поэтому я даже никогда не спрашиваю себя о таких вещах. Это просто неоспоримо для меня. Правильно. Спасибо большое, Наташа. Спасибо. Я думаю, что ваши слова послужат примером и стимулом для других учителей или мам. Поэтому мы с вами еще не прощаемся, еще встретимся. Мы с вами на связи. Вот Наталья сказала только что, уважаемые гости, взрослые музыканты, я хотела бы к вам обратиться, о том, что они с Данелей работают над качеством песни, еще раз записывают, перезаписывают. Скажите, пожалуйста, как профессионалы, это вообще дело удачи, когда песня выигрывает, когда выигрывает там, как это мы сейчас называем, хайповые какие-то вещи, когда не голос и не песня, а просто фан, так называемый, если говорить на молодежном языке. Лен, скажите ваше мнение. Детское Евровидение значительно отличается от того, что происходит во взрослом Евровидении. Во взрослом там, конечно, нужно сейчас, я не знаю, как вывернуться, как вывернуться и что сделать, чтобы победить. В детском нет. В детском остается по-прежнему на первом месте это сама песня. Да. Это песенный конкурс, это не конкурс исполнителя, это песенный именно конкурс. Там каждая страна выставляет свою песню и уже голосуют там за именно произведение. Я вот хотела бы, еще спросить, Галина Чеплакова, у нас оперная певица. Очень приятно. Галина, скажите, по-вашему, как можно победить? Что нужно сделать на сцене так, чтобы выиграть? Есть ли какой-то рецепт? Вы знаете, в первую очередь я хочу сказать, что это совершенно божественная девочка. Это невероятная просто. Спасибо. Я восхищаюсь мамой, насколько мама чуткая, насколько она в своем ребенке разглядела. Это же надо столько сил прикладывать к тому, чтобы и оберегать, и давать. И, то есть, настолько, я даже не нахожу слов, у меня просто одни эмоции сегодня. Чудесная передача. А по поводу, как победить, вы знаете, это огромный труд. Развиваться. Прекрасно, что у вас, я чувствую, что это педагог просто высшего уровня, и обязательно его никогда не менять, идти по жизни с ним. И, конечно, должно быть наполнение, сердце. И поэтому я желаю тебе огромных успехов от всей своей души. Спасибо. Спасибо большое за искренность. Мы присоединяемся. Я хотела бы задать этот же вопрос. Майра Даулетбак, заслуженный деятель культуры, преподаватель также. Какими качествами должен обладать, если уже Данелия знает, может быть, нашим девочкам, те, кто по ту сторону экрана, вы скажете? Ты большая умница. Я 100% согласна с Галиной. Все, что у меня здесь внутри, Галина опередила и озвучила. Я с вами очень солидарна. Действительно, прежде всего, это талант от Всевышнего. Спасибо. И меня поражает твое мышление, как ты на пресс-конференциях даешь интервью. Для меня сегодня большая честь присутствовать здесь, на твоем бенефисе. Я от всей души искренне желаю тебе победы. И чтобы Евровидение, как Айгуля сказала, ты привезла сюда, в Казахстан. Спасибо. Я хочу сказать, что мы все вместе, и Майра, и Олухпанага, и, конечно же, директор канала, мы в прямом эфире болели за вас до начала отборочного тура. И еще мы собираемся, наверное, все там, твои поклонники, прийти, конечно же, в прямой эфир. Будем сидеть и болеть, и смотреть все вместе уже в ноябре, когда состоится непосредственно финал Евровидения.
Да, конечно же, Аружан. Данеля, честно, я не знала, как такой человек может быть. Потому что даже вот сейчас, я когда просто пришла, мне чуть-чуть неудобно как-то было, потому что вы все музыкальные больше, а я, как Айгуль, более человек, любит разговаривать, я люблю тоже познавательный. И ты как-то проглядела из меня то, что мне чуть-чуть было неудобно. И, честно, я не знаю, как так можно быть человеком таким открытым Спасибо и тебе, солнечным. Но спустя время или вообще с высоты мы понимаем, что сегодня Данеля не просто представляет, прославляет имя Казахстана, да, представляет казахстанскую молодежь. Это ваша дочка. Осознаете вообще этот ответственность? Нет, осознавать времени нет, потому Да. что каждый день у нас вот крутится как колесо, и поэтому мы живем от конкурса до конкурса, даже не месяца к месяцу, а вот у нас конкурс вот такого числа, все, и мы живем подготовками, учебой, поэтому осознавать особо некогда, и в принципе, я думаю, на данный момент нам это не особо и надо осознавать, потому что сейчас как раз подростковый возраст, Не и об нам этом, сейчас абсолютно, нужно да, просто, нам нужно думать о том, чтобы Каждую секунду, работать, как сделать так, чтобы ее организм выдержал эту гонку, и только об этом. Лена, можно спросить, а вы сами довольны песней? Да, однозначно. Да. Скажите, ну и об учебе хочется. Вот у нас молодежь сидит, они, наверное, интересуются, как вы учебу совмещаете. Для вас, Тяжело. Елена, на Тяжело. первом месте учеба все-таки. Да, конечно. Я думаю, что не больше для мамы, а как для меня Да? самое главное это Молодец. учеба, потому что если я даже один урок пропущу, я буду его догонять, потому что мне самое главное быть не то, что самый лучший, а все знать, все усваивать сразу. И, конечно же, для меня очень важны пятерки и оценки, но я думаю, что это не самое главное, потому что самое главное, чтобы в голове все это было, потому что чаще всего вот люди заканчивают на 5, на пятерки школу, но потом ничего не происходит с этими пятерками. Ну, лежит там дневник с пятерками и все. А так надо, чтобы в голове самое главное усваивалось. А Для ты меня это учишься самое в главное. 2 школах еще, да, мы знаем? Да, я учусь в американской и в обычной школе, в 56-й. А почему вот такой выбор, что 2 школы? Но так как у нас сейчас планируется вводить в школах и на английском языке предметы, и на ну, мы в русской школе учимся, вот, поэтому мы решили убить 2 зайцев и сразу проходить учебу в Казахско-американской академии и плюс ко всему в обычной. Но английский для нее сейчас на первом плане. И самое главное, это, конечно же, для будущего дети должны знать все языки. Да. И потому что если ты приезжаешь и хочешь что-нибудь добиться в этой стране, то тогда, конечно же, нужно знать и языки, потому что будут спрашивать, нужно знакомиться с людьми, чтобы появлялись друзья, а друзья как бы зачастую разговаривают только на своем языке. Тогда для тебя открывается мир. Согласны, девочки? Да. Вы тоже изучаете языки, тоже активно учитесь. Да. И учеба для вас на первом месте. И вы все успеваете. Да. Ну, смотрите, молодцы, умнички. Я думаю, что ребята, которые пришли в нашу студию, тоже все успевают, понимаете? Пришли в этот день, несмотря ни на что, посмотреть на Данелию. Они подписывались там на аккаунты, хотели прийти. Молодцы, давайте друг другу поаплодируем. Молодцы, ребята, конечно же, да. И ваше увлечение, которое превратилось вот в такое профессиональное занятие. И, конечно же, школа, конечно же, знания важны. Говорят о том, что в 3 года вам сказали, да, что нет вокальных данных. Да, Данелечка ходила, мы пошли в музыкальную школу, и там у нас полдня она находилась в этой школе, вот, и там мы ходили на хор. И, в общем, когда я видела, что других детей там на индивидуальные уроки, чтобы подтянуть немного вокал или что, я подошла к преподавателю и спросила, как вы думаете, может нам индивидуальные уроки взять, чтобы походить, может, ну, у Данели вот слух вроде есть, все есть. Она говорит, да не, вам без вариантов. Ну, как-то, ну, без вариантов, ну, значит, будем стоять в хоре. Я, в принципе,
из тех людей, которые доверяют, если сказал человек, Мнение если он занимается. конечно. Да, это со временем у меня сейчас стало так, как бы, да, Подвергать что нужно как-то сомнению, проверять. да. Да, если сказал, ну, не факт, что если ты так сказал, что так оно и есть. Нужно посмотреть и поговорить с другими людьми, может быть, я услышу другое мнение. Вот, и поэтому, как бы, вот, да, было у А нас кто такое. заметил потом? Все-таки потом вам сказали, вы стоите в А вы поле, знаете, но дома потом мы... поете. Нет, она никогда, в принципе, не была такой девочкой, что сидит дома или что, потому что первый ребенок, ей активно занимались мы всегда. Я ее водила в разные кружки, как многие родители, искала то, чем у нас получается хорошо позаниматься. Вот. Мы потом занялись танцами. Да, я очень В принципе, танцевала. мы У очень меня- хорошо танцевали, все у нас Да-да-да. отлично получалось. Что, в принципе, очень Да, даже да, помогает да. А потом мы, в принципе, я увидела в Фейсбуке рекламу, что у нас открывается школа Лины Арифулиной. Вот. И мы, собственно говоря, пришли и ходили по субботам, да, на актерское мастерство, на сценическое сразу было. движение, да, все вот это. И вокал у нас в группе, вот мы ходили. Вот так у нас началось. Да, И- ходили. Да, ходили, я особо никаких, ну, как бы надежд, я просто в общем развить, потому что актерское мастерство, оно раскрепощает ребенка. Да. Он начинает более по-другому общаться с другими людьми. Она у меня не такая девочка была, что раз побежала, со всеми познакомилась, и здрасте, вот меня зовут Данеля. Нет, такого не было. Она была очень таким закрытым ребенком достаточно. Вот, и поэтому из-за И этого вот я... изменилось, значит, раскрылось, Благодаря да? конкурсам, да, конкурсам. благодаря участию в конкурсах, благодаря общению с такими же детками, у которых одни интересы, и она постепенно начала раскрываться и по-другому себя, как бы, подавать себя, общаться, Да. и У ей нас- проще, да. У нас Наталья очень позитивный человек, кстати. Я думаю, что вот ее влияние, оно очень много значит в развитии таланта и карьеры Данели. Наталья у нас и продюсер. Наташа, как продюсер, как вы, что вы делаете? Расскажите секреты вашей работы. Я думаю, что в случае с Данелечкой у нас просто звезды сошлись. Все совпало. Да. Совершенно чудесным образом, ну как это всегда и бывает, да, мы просто друг друга нашли, и я просто делаю свою работу, а Данелечка просто великолепно поет. И для нас, может быть, даже не всегда результат является важным, для нас сам процесс очень важен, то есть чтобы этот процесс был максимально удобен, интересен, полезен нам обеим. Вот. Ну и, конечно, я никогда не перестану говорить о том, что роль родителей очень важна. Родители, которые поддерживают, которые правильно своего ребенка развивают, с ними тоже очень комфортно, очень удобно, и с ними очень легко работать. Спасибо большое, Наташа. И тем не менее, вы говорите, звезды сошлись, но тем не менее мы вас будем называть звездным продюсером уже. Поэтому обращайтесь, Наталья Чуракова, звездный продюсер и педагог. Была с нами на связи из Алматы. Нет, она спорит что-то со мной. Она говорит, я не продюсер, я педагог. Не продюсер, я Наташа педагог, да. больше как наставник, а вот мои родители это как мои продюсеры. Родители-продюсеры, Наташа Да. Наташа наставник. моя вторая мама, можно так сказать. Да, её да, я просто- знаю. Ну, и она, конечно же, принимала... Она ездила с тобой на Украину, Наташа? Да, конечно. Она все время с нами. Всё Мы время всегда была с вами. ездим вместе. Да, и давайте вернемся к этому. То есть сейчас поговорим об этом конкурсе, об украинском конкурсе. Это сколько времени продолжалось, в течение какого периода? Летом мы уехали и прожили там 1,5 месяца. И следующий тур были съемки, да, там до полуфинала. И потом мы приехали в декабре, вернее, в ноябре, в середине. И опять же месяц там жили в Киеве. Да. У нас есть отрывок, давайте посмотрим выступление Данели. Это маленькая была, оказывается. Сейчас Да. так посмотришь, да? Уже сколько лет? You see me standing God knows I'm trying for you.
мама смотрит спустя несколько лет уже и переживает также и Нет, такой я же. не переживаю, я просто Хочется вспоминаю смотреть и смотреть. вспоминаю эти моменты, вспоминаю те дни, проведенные с этой командой. И как было здорово, как это, вот понимаете, от каждого, от звукорежиссера, от оператора. Мы все были одной все, семьей. Да, все подходят ко всем детям и спрашивают, вот Всё здесь хорошо, вот так, да. все хорошо, ты не переживай, мы все И сделаем. неважно, прошел этот ребенок этот тур или нет, ты иди спокойно, мы все сделаем сами, ты просто пой. Прошу прощения, вот по поводу родителей, можно важное такое дополнение Да, хотелось бы сделать? В воспитании наших талантов мы знаем, что мамы очень часто находятся рядом, и у меня, как у вокального продюсера, конечно, есть такое пожелание к мамам чаще не мешать. Ну вот в случае с Данелей, я думаю, здесь все идеально, то есть здесь мама понимает, то есть они предоставили мы видим, что они на одной художественную волне. часть, А бывает они мама, предоставили которая совершенно говорит, сюда верно. села, здесь встала, Совершенно там, да? верно. И когда мамы начинают вот так вот очень скрупулезно пытаться контролировать весь процесс, в том числе музыкальный процесс создания музыки, процесс создания аранжировки, почему вы написали здесь скрипку, давайте поменяем ее на гитару. Очень часто Много нам, таких, да, профессионалам, родителей, это знаете, очень часто мешает. Поэтому такое пожелание к родителям, если вы ребенка привели к педагогу, если привели его к музыканту, к профессионалу, давайте доверьтесь ему и не задавайте лишних вопросов. Ваше дело поддерживать в ребенке здоровье, хорошее настроение, и все. И будет наверное, обязательно успех. баланс какой-то должен быть, да? Конечно, все равно нужно, мы всегда, когда в отборе репертуара или что-либо, мы всегда советуемся. Да, У нас вместе всё нету такого, чтобы я сказала, так и будет. Нет, мы всегда собираемся и мы всегда обсуждаем. Кому-то что-то вот так. Мы всегда приходим к единому мнению, никто никогда не ругается, никто никогда. Мы всегда выслушиваем друг друга, и это самое главное, действительно, не мешать профессионалам. Да, ну и мы сейчас с вами говорили о том, что слушаете ли вы Данелю, важно ли ее мнение, когда, вот, к примеру, сейчас вы в процессе выбора костюма, да, вы сказали? Нет, костюм это в этом случае это не просто выступление, здесь должен быть целиком номер. Номер, И Продюсер. так как сейчас мы находимся в стадии переговоров с режиссерами-постановщиками, именно с режиссерами-постановщиками прямых эфиров. Это очень важно, потому что просто создать картинку – это одно, а другое, когда люди работают в прямых эфирах. Вот. И поэтому будет зависеть все от самого номера, от самой картинки. И он уже, режиссер, видит само, как она должна выглядеть. И уже после этого мы будем думать уже над образом целым, потому что это целая команда, это стилисты, это вот команда режиссеров-постановщиков. Они все работают в тандеме, которые вот, слушая песню, видят номер и в целом, как оно все должно. Я очень желаю Данеле вообще победы и желаю, чтобы не было, все было так гармонично, как и ты сама, потому что в тебе вложено все прям по ступеньке правильно, я не знаю. Спасибо. Девочки, ваши пожелания? Ты очень крутая, прям очень крутая. От тебя такая энергетика, теперь я понимаю, почему ты. А какой поддержки ждешь ты от казахстанцев? Самый крутой. Ну, я думаю, что все равно Казахстан меня поддержит, потому что я все-таки их землячка. И я думаю, что безоговорочно они меня будут поддерживать. Но, ну вот.